Да, туман оттуда что-то. А раз туман, будет холод, сегодня будет холодно, да. Утром дождик теплый, а теперь все. Такой туман. Решили в фольге приготовить. Утром роса, чтобы этого не было, поэтому палатку расстелим и матрас у нас надуем. Совсем темно стало. Блин, кажется темно, а на камеру просвечивает все. Берет только шум. Вот рыба в фольге. Это вы харис в фольге. Вообще прелесть, ребята. Ребята, это просто целая вечность. Харис в фольге. Я буду спать. Да. Будем спать ложиться, что? Как деды, короче. Когда темно, легли спать, будет расцветать. А вот Ну, фонарик хорошо бьет. Ребята, оказывается, у нас луна какая, и звезды видно. Маленько разжгли огонь, сейчас подогреемся. Огонь это все равно тепло, одеваться не будем. Ну вот, балда светится. Вон какая, в тумане. Если есть луна, видите, как светло. В принципе, видно все. Ну и послушайте, как переказ шумит. Вот и больше не подбрасываем. Основной жар от углей, ребята. Только сырые дрова дают уголь. Вот. Если быстро подложим, она быстро пыхнет и все. А так долго, почти всю ночь, мы около этого маленького костра и греемся. Мам, просто офигеть. Вон, смотрите, как несет его. Что дают еще угли? Они, видите, я тюрку положила, и сразу у меня огонь. Угли, то есть, дают жар и дают быстро развести пламя. Ну, туман, ребята, как бы спал. Вот все на солнце. Мне не передает. Я вижу. Ну, вот такой костер. Нам больше не надо ничего подкладывать. Он относительно греет, чтобы не дрова заготавливать. Нужна рыбалка. А если мы будем подкладывать, он быстро будет прогорать. И мы будем только заготавливать и заготавливать дрова. А так тепло и уютно. Чурку промеж них, промеж углей положили, и у нас быстрое пламя. Быстро мы, если захотели маленько подогреться, и греемся. Быстренько, четко. Надо нам убрать огонь. Просто вот эту чурку приподнимаем, и у нас остаются одни угли. Надо пламя. Красиво, четко, по-таежному. Вот у нас одна расколотая чурка на две части. И дала и приготовить, и кушать, и согреться. И еще будет завтра служить. Будем огонь. Тут нагорело, и переложили в ту сторону ее. Экономно, четко, равномерное тепло, умеренное. Вот своего рода у нас вот так все получилось. Видите, сейчас тут и вроде огня нету. Она медленно отдает жар. И нам не надо, как говорится, ходить по росе, дрова по ночи заготавливать. Тепло, хорошо, экономично. Вообще по-таежному. Да, туманчик. Ой. Не видно. Вот лодку. Да. Вот эти два края будут теперь обгорать у нас. И огонь будет сохраняться. И на завтра как бы угли уже будут. И мы когда захочем встать, и сразу мы все разведем. Удобно, комфортно, опять же. Экономично. То есть кому-то на ночь не хватит и 6 штук. А мы одну чурку раскололи. Она вообще... И вот у нас костер из одной чурки на всю ночь. Хватает и поесть, приготовить, и всю ночь греться, и поддерживать огонь. А огонька, перекладинку просто добавили. Угли есть, все горит. И тепло, и уютно. В такие моменты, ребята, философия приходит на ум. Смысл жизни. Хозяин и собака на матрасе. Че туман какой-то непонятный. О, чурочку сверху положили, за 5 секунд у нас костерчик. Видите, какая у нас печка. Угли, жар.
Балда. Ну, звезды, значит, холодно, ребят. Парникового эффекта нету. Туман весь практически ушел. Сейчас, если вниз опустить, речку хорошо видно под солнцем. Но тут она не отсвечивается. Да, на поверхность посмотришь, серебристая, серебристая. Но камера не передает, ребята. Если посмотреть, тумана нету, туман ушел. Только звезду видно и балду, второе солнце. Ну вот как-то вот так, вот видите, она замыливать начинает, короче. А серебристую поверхность она не передает. Вот две чурки эти поближе подвинули. И у нас концентрация тепла, и сразу все горит. Костер у нас не горит, дрова экономится. Когда костер не нужен, мы его просто раскидали, а этот баллон положили для сохранения, как бы огня. Когда маленько подмерзнем, встанем и быстренько, ну и пусть они друг друга икшают. Там угли будут, мы быстро заведем огонь. Маленько стало светать, ребята. Не знаю, сколько времени, еще не смотрел. Но вот так выглядит все. Ну, 5 часов, ребята. Вот. Вид вот такой. И это солнышко наше второе. И наша сейчас задача не это, не развести костер, а нажечь уголь. Нажечь уголь, именно уголь. Утка, ребята, закрякалась будет. Что там плескается? Это утка, елки-моталки. Утка. То есть простые люди делают костер, а мы делаем углер. Сила огня — это уголь. Сила тайги, сила реки, сила огня — это уголь. Вот посмотрите, что делает ветер. Мой двуок с углем. Сколько жару и тепла. Простые люди делают костер, а таежники углер. То есть берем маленькую веточку, дуем, и у нас настоящий костер с углера. Настоящий углер. Короче, туман, ребята, звезды, холодно, парникового эффекта нету. Надо, короче, свитер прогреем на углере и пододенем.